Привет! Многие 3D-печатники, особенно в самом начале знакомства с 3D-принтером, сталкиваются с проблемой эрозии поверхности напечатанных моделей. В этом видео я покажу быстрый и простой способ обработки пластика без лишних затрат на время. Этот способ не новый, и вы его можете интерпретировать по-разному. Чаще всего используют эпоксидную смолу, но у нее есть недостаток, она очень долго затвердевает, а я рассматриваю именно быстрый способ обработки. Итак, нам понадобятся две вещи. Это лак для ногтей, купить вы его можете в любом супермаркете. Главное, чтобы он затвердевал под ультрафиолетом, ну и недорогую лампу, которая светит тем самым ультрафиолетом. У меня уже есть модель, которую я буду обрабатывать. Это кубик, который я использовал для одного из видео. Одно из правил 3D-печати: модель не может печататься в воздухе. Так и здесь нам понадобится что-то положить в это отверстие. Я использую бумагу, точнее кусочек бумажного полотенца. Но на будущее. Я использую это как демонстрацию и вам крайне не рекомендую использовать наполнитель в виде бумаги. Используйте пластик или фольгу. Заливаем все это дело гелем или лаком и освещаем ультрафиолетовой лампой. Если вам не нравится лак для ногтей, вы можете купить аналог. Подобные смолы есть в магазинах для творчества. По сути, ничем не отличаются, кроме как ценой. После того, как лак затвердел, на это уходит примерно 30 секунд, его можно обрабатывать: наждачная бумага, надфиль или пилочка для ногтей. После этого можно еще обработать полировщиком. Глянец нам даст лучше увидеть дефекты. После обработки на вид и на ощупь идеально ровно, но лучше покрасить. После покраски видно, что лак немного горочкой, и вот тут это почему не надо использовать бумагу. Сколько бы вы дальше не полировали и не пытались гладить, у вас ничего особо не выйдет. УФ-смола не такая жесткая, как пластик, и бумага просто ее продавливает. Когда вы полируете, вы ориентируетесь на всю остальную поверхность, как на эталон. Вы пытаетесь выровнять, тем самым продавливаете смолу на уровень с остальной поверхностью, а когда отпускаете, бумага продавливает все обратно. Данный способ очень простой и удобен тем, что вы можете крайне быстро заделать дыры и эрозию любой поверхности, так как смола очень быстро затвердевает и очень легко обрабатывается механически. Подписывайтесь на канал, в будущем я буду публиковать еще видео на тему нестандартных методов обработки, и ставьте лайки. Это мотивирует и помогает продвижению канала. Ну и пишите свои мысли в комментариях. Всем спасибо и пока.